На протяжении последних пару месяцев вы нас очень часто просили сделать топ лучших монет с хорошим потенциалом роста. Вот только если честно, для этого не было повода. Рынок корректировался, продажи росли и в целом настроения инвесторов были не самыми оптимистичными. Но готов вас обрадовать, ведь сейчас пришло то самое подходящее время для покупки альтов. Форест наконец-то начала понижать ставки, биткоин из этого вырос на 10%, потянул за собой весь рынок, а падение его доминирования намекает на альт-сезон. И вообще давайте не забывать, что мы стоим на пороге четвертого квартала, который исторически является самым прибыльным циклом на крипторынке. Именно поэтому сегодня вас ждет топ лучших монет на конец 2024 и начало 2025 года. Постоянные зрители канала знают, что мы выпускаем топы достаточно редко, но, как говорится, очень метко. Например, знаете монету Суи и Тао, которые сейчас лидируют на рынке, и они все говорят. Так вот, еще 1,5 месяца назад, до роста более чем на 100%, они были в нашем топе. Ведь тогда большой фонд Grayscale только начал их покупать. И я вам четко сказал, что это приведет минимум к двухкратному росту. А все потому, что монеты для топа мы не просто берем наобум, а перед этим проводим большую работу. Мы перерываем портфели фондов, ищем крупные раунды финансирования, уделяем время теханализу, и все только для того, чтобы вы получили готовые варианты криптовалют, которые стоит добавить себе в портфель. И конкретно сегодня вы узнаете, зачем Grayscale продолжает поддерживать Суи, какая монета получила финансирование для масштабирования в размере 155 миллионов долларов, почему новый смартфон от Solana перевернет криптоиндустрию, кто является самым перспективным монополистом токенов ИИ, а также какую малокапитализированную криптовалюту лично поддержал сам Виталик Бутерин, и она только начинает свой активный рост. Друзья, как я сказал, каждому нашему топу мы уделяем много времени, и такие видео однозначно требуют вашей поддержки. Поставьте ролику 2500 лайков, чтобы мы приступили снимать для вас вторую часть, ведь у меня еще есть монеты, о которых вам стоит рассказать. Ваши лайки невероятно важны, и они ускоряют публикацию новых видео, поэтому вам заранее спасибо за поддержку, готовьте свои портфели, желаю приятного просмотра, вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, начнем мы сегодняшний топ, конечно же, с монеты, которая стала настоящим открытием для многих инвесторов, и это токен Суи. На самом деле о проекте Суи я вам рассказывал в феврале, еще до того, как в него начал инвестировать один из крупнейших криптофондов. А также я рекомендовал вам покупать монету прямо на локальном дне в начале сентября. А знаете, где еще вы можете получать подобные рекомендации и подборки лучших токенов? В нашем телеграм-канале, где мы публикуем для вас только самые важные новости, отчеты и события. Поэтому подпишитесь прямо сейчас, и в ближайшее время, кроме большого количества полезной информации, вы получите название еще одной секретной перспективной монеты, которая не попала в этот топ. Но вы, наверное, меня спросите, а почему Суи продолжит расти, если цена уже зафиксировала плюс 50% за месяц? Что ж, давайте объясню. Кто не помнит, Суи — это блокчейн первого уровня с очень большой скоростью транзакций и низкими комиссиями. Из этого сейчас идут обсуждения, что Суи превосходит Solana. Например, аналитики фирмы K33 недавно сообщили, что максимальная пропускная способность Суи составляет 297 тысяч транзакций в секунду, а у Solana всего 65 тысяч, что привлекает множество пользователей и разработчиков. Тем самым это поднимает TVL-сети, который с начала августа вырос на 180%. Но самым главным катализатором роста, который продолжит оказывать на Суи положительное влияние, является поддержка от компании Grayscale, которая в прошлом месяце запустила специальный траст-фонд, что позволило большим инвесторам вкладывать свои деньги в Суи без необходимости покупки монеты. И данный принцип немного похож с ETF. Так вот, с момента запуска данного траст-фонда 7 августа цена Суи выросла на 200%, что указывает на большой интерес со стороны крупных покупателей. И, кстати, аналогичный траст-фонд они выпустили на токен Тао, о чем я вам также говорил в прошлом топе, и советовал купить BitTensor до того, как он вырос на 120%. Поддержка от больших игроков имеет сильное влияние на ту или иную монету. При этом Grayscale не просто купил Суи для холда, а создал полноценный траст-фонд, который привлекает новых инвесторов и капитал в саму монету. При этом сейчас Grayscale активно рекламирует Суи в своем твиттере и проводит совместные конференции с разработчиками, что говорит о полной заинтересованности в продвижении монеты. Также разработчики учли положительный опыт Solana, которая продавала телефоны и проводила аирдропы мемкоинов, из-за чего Maiston Labs, это создатель Суи, запустят продажи полноценных игровых консолей уже в следующем году, а всем покупателям раздадут NFT. Кроме экспертов K33, Суи поддержал
поддержал известный аналитик Михаэль Ван де Пон. Он подчеркнул преимущества в виде нового языка программирования, стейкинга 80% токенов, заслуженное место в топ-10 по TVL, ну и конечно же приток инвестиций в размере $100 миллионов после запуска фонда Grayscale. Но также давайте не забывать, что мы стоим на пороге четвертого квартала, который является самым положительным для криптовалюты. Следовательно, SUI это отличная монета для покупки, но как и в прошлом топе, я рекомендую покупать частями и на откатах. В данном случае мы можем рассмотреть вот эти диапазоны, где консолидировалась его цена в начале года, так что обязательно возьмите SUI на карандаш и понаблюдайте за его ценой. Ну а следующую монету я также добавил в сегодняшний топ после того, как она получила финансирование в размере более $100 миллионов от нескольких фондов на реализацию своих планов по дорожной карте. И это криптовалюта TIA. Данная монета появилась на рынке меньше года назад, и во время общего пампа в конце 2023 года она выросла более чем на 700%. И после начала сурового нисходящего тренда, который начался в марте, TIA демонстрирует явные признаки окончания цикла коррекции, особенно после того, как в середине сентября цена пробила вот эту ключевую нисходящую линию тренда. Но какие перспективы у TIA на четвертый квартал этого года? В начале недели Celestia Foundation, которая создала монету TIA, сообщила о привлечении $100 миллионов инвестиций. Известно, что раунд финансирования возглавил фонд Bain Capital Crypto с общим капиталом в $185 миллиардов при участии фондов Syncrecy Capital, 1KX, Roboto Ventures, Placeholder и другие. В целом проект привлек уже 155 миллионов. Команда не сообщила, на что используют новый капитал, однако добавила, что основные разработчики сосредоточены на реализации новой дорожной карты, которую предоставили в начале сентября. В заявлении также сказано, что Celestia является первой в индустрии специализированной модульной сетью, и с момента запуска разработчики развернули 20 роллапов. И в отчете еще было написано: с проектом Celestia разработчики могут разворачивать приложения на любой виртуальной машине, как для масштабирования существующих экосистем, таких как Ethereum, так и для создания собственных сетей. Еще после запуска TIA я вам рассказывал, что это модульный блокчейн, который упрощает процесс запуска отдельных сетей и новых проектов. Конечно, после анонса о привлечении инвестиций цена TIA подскочила на 30% и почти пробила уровень $7. А раз уж мы уже перешли на график, хотел бы вам показать интересное наблюдение. После тестирования максимума, который был в феврале выше $20, началась сильная коррекция, в рамках которой важной поддержкой выступал уровень $4. 3 месяца в этом диапазоне происходило перераспределение и накопление монет, за счет чего капитал перешел от слабых рук к сильным. И как мы видим, в середине сентября цена пробила нисходящую линию тренда, за счет чего консолидация выше $5 обеспечит продолжение роста в четвертом квартале. Таким образом, у нас есть 3 ключевых диапазона накопления. Именно их нами стоит использовать в преддверии формирования устойчивого бычьего тренда. Ведь опять-таки финансирование от фондов выступает лучшим катализатором роста. И вы, наверное, заметили, что перед тем, как покупать монету, необходимо обращать внимание на очень много факторов, начиная от того, что вообще может эта монета или ее блокчейн, заканчивая фондами, которые в нее инвестируют, и диапазонами, где ее покупают. Конечно же, этому можно научиться, чтобы повысить вероятность поиска перспективной криптовалюты. И, кстати, в этом вам поможет наша подписка Coin22 Pro, где мы не только публикуем ежедневную аналитику с точками входа, как, например, на ту же монету SUI, но также предоставляем пошаговое обучение для новичков. Причем 90% всего обучения — это полноценная практика с поддержкой от специалистов, а не сухая теория. Таким образом, вы научитесь открывать сделки по специальным стратегиям, самостоятельно анализировать рынок, а также формировать спотовый портфель. Подписка Pro успешно работает уже более 2 лет, и мы каждый день улучшаем наш сервис, чтобы вы получали качественный продукт. Поэтому, если вы давно хотели научиться торговать с нуля или желаете каждый день получать качественный анализ рынка, переходите и напишите нам по ссылке в описании. Следующая монета неоднократно попадала в наш топ, и я уже долгое время являюсь ее долгосрочным холдером. Конечно же, это Solana, которая сейчас снова готовится к тому, чтобы пробить уровень $160. И давайте же разберем почему. Во-первых, недавно закончилась большая конференция Solana Breakpoint 2024. На ней выступали многие разработчики и обсуждали дальнейшие планы по развитию проекта. Но самой важной темой конференции стало обновление Franken Dancer, которое уже запущено в майнет-сети. Вкратце и простыми словами, обновление гарантирует, что каждый уровень будет оптимизирован для полной производительности, и теперь клиенты валидатора могут работать на полную мощность. Также оно поможет расширить пропускную способность и, что самое главное, решит основную проблему в виде выключения сети. Ведь если вы не знаете, то частое отключение и перегрузки сети — это ахиллесова пята для Solana.
с чем она борется уже долгие годы, и судя по последнему обновлению, довольно успешно. Также на днях стало известно, что Solana выпустит новый телефон Solana Seeker. Как сообщалось ранее, то это преемник Saga, смартфона, который на старте был провальным, но затем его судьба изменилась. Этот телефон предлагает набор функций, предназначенных как для криптоинвесторов, так и для разработчиков в экосистеме Solana. Встроенное хранилище Seed Vault обеспечивает повышенную безопасность, защищая цифровые активы пользователей и позволяя проводить бесплатные транзакции, буквально простым двойным нажатием. Мобильный магазин D-App Store еще больше расширяет возможности пользователя, предлагая упрощенную навигацию и возможность отслеживать вознаграждение в экосистеме. Возможно, наиболее интересным для ранних покупателей является токен Seeker Genesis, который предоставляет VIP-доступ к вознаграждениям, эксклюзивному контенту и проектам в сети. Как заявили разработчики, то это уже не будет обычный мем-телефон, чтобы просто приманивать людей на airdrop. Пока неизвестно, как сложится судьба с этим телефоном, но на него уже поступило более 14 тысяч предварительных заказов из 57 стран, которые заплатили от 450 до $500, что очень даже хорошо, а сам выпуск запланирован на следующий год. Еще импульс роста Solana повысила компания Franklin Templeton, управляющая активами на сумму $1,3 триллиона, которая объявила о планах по запуску взаимного фонда на базе блокчейна. Об этом также стало известно на недавней конференции. Руководитель отдела развития партнерских отношений Franklin Templeton высоко оценил эффективность блокчейна в обработке больших объемов транзакций при одновременном снижении операционных расходов, из-за чего фирма и начала использовать Solana. Рид подчеркнул, что запуск взаимного фонда соответствует более широкой стратегии Franklin Templeton в использовании блокчейна в своих финансовых услугах. А как я сказал ранее, поддержка от фондов, тем более если это компания с активами превышающей $1 триллион, это очень важно для криптовалюты. Но кроме фундаментальных катализаторов, у меня для вас также есть интересные технические данные. Например, за последние 23 дня количество уникальных адресов, совершающих транзакции в сети Solana, достигло 61 миллион. Это на 57% больше, чем было в августе. И с начала года количество активных адресов Solana выросло более чем на 900%. Новые пользователи также активно подключаются к сети. Их привлекают низкие комиссии за транзакции. И за этот месяц количество уникальных пользователей, которые провели транзакции в блокчейне Solana, выросло на 85%. Как результат, Solana пробила $150, вышла из-под давления нисходящей линии тренда, и сейчас цена готовится продолжить рост. В данном случае я также хочу вспомнить вот это видео, где советовал вам диапазон покупки около $120, ведь на сегодняшний день цена уже выросла более чем на 20%. Но теперь диапазоны покупки необходимо поднять немного выше, как минимум вот сюда, чтобы на локальных откатах, которые происходят во время такого тренда, купить часть монет себе в портфель, ведь Solana это фундаментальная базовая криптовалюта. Также потенциал на четвертый квартал имеет монополист на рынке ИИ токенов под тикером FED, который относительно недавно провел интеграцию с такими крупными проектами по искусственному интеллекту, как SingularityNet и Океан Protocol. Но что вообще принесло это слияние? Во-первых, как я только что сказал, теперь FED это главная ИИ монета на крипторынке, после масштабной и первой за всю историю интеграции SingularityNet и Океан Protocol. С начала месяца токен FED вырос на 50%, поскольку на прошлой неделе киты активно набивали свои кошельки. По данным Sentiment, количество адресов, которые владеют от 10 тысяч до 1 миллиона FED, выросло на 11%. Сейчас в этой категории насчитывается 763 кошелька, что стало максимальным значением. При этом монета стала еще более привлекательной для инвесторов после сообщения о том, что OpenAI планирует привлечь финансирование в размере $6,5 миллиардов. За счет летнего слияния проект теперь концентрирует в себе большое количество пользователей сети, а также инвесторов. В настоящее время FED имеет самую большую рыночную капитализацию среди всех монет, связанных с ИИ, которая составляет 4,2 миллиарда. В этом году FED зафиксировал большой объем торговли в размере $49,9 миллиардов, что в 4,5 раза больше, чем у BitTensor, его ближайшего конкурента. Это расхождение в объеме имеет решающее значение, поскольку оно указывает на уровень рыночного интереса и ликвидности, проходящей через FED. В настоящее время около 75% всех адресов FED находятся в прибыли, и это означает, что примерно 85 тысяч адресов получают прибыль при текущей цене в $1.70. Между тем, около 21% или 24 тысячи адресов несут убытки, а небольшая часть, 3% или 3700 адресов находятся в безубытке. Такое распределение предполагает, что большинство холдеров FED уверены в будущем этой монеты, поскольку они уже увидели положительную доходность своих позиций. Ведь когда большая часть холдеров получает прибыль, то это обычно сигнализирует о потенциале дальнейшего роста. Ведь многие инвесторы просто продолжают
докупать монеты. Исторически аналогично доля адресов прибыли во время восходящего тренда для Fed привела к взрывному росту цены, которая взлетела более чем на 500% всего за один месяц. Эта прошлая динамика предполагает, что когда как можно больше держателей уже в прибыли, то это создает условия для быстрого роста, особенно если спрос продолжает расти. Таким образом, в вашем портфеле обязательно должен быть главный токен ИИ, ведь любые положительные новости с этой индустрии будут оказывать на него положительное влияние. И если говорить о лучших уровнях для покупки, то я предлагаю рассмотреть вот эти диапазоны, которые отметит его цена перед тестированием локальной восходящей линии тренда в момент краткосрочной коррекции. Ну а завершает наш сегодняшний топ монета с повышенным риском, но не менее низким потенциалом на рост, который буквально на днях поддержал сам Виталик Бутерин, и это Silo. Об этой криптовалюте я никогда не рассказывал, но я знаю, что вам нравятся токены ниже 100 в общем рейтинге, ведь как правило у них есть больше шансов зафиксировать рост на 100%, чем у тех монет, которые находятся в топ-10. Для общего понимания, Silo это блокчейн для масштабирования финансовой системы, который сотрудничает с такими компаниями, как Google Cloud, Deutsche Telekom, Telefonica и многими другими. И сейчас самой обсуждаемой темой является переход Silo на Ethereum L2. И на момент записи этого топа тестовая сеть Silo обновится 26 сентября. Вчера Бутерин написал: это удивительно. Улучшение всемирного доступа к основным платежам и финансам всегда было ключевым способом, которым Ethereum может принести пользу миру. И здорово видеть, что Silo набирает обороты. В своем посте Бутерин упомянул, что Silo готовится перейти от автономного блокчейна первого уровня, совместимого с виртуальной машиной Ethereum, к L2 на Ethereum. Это станет переходом Silo от базового протокола блокчейна к стороннему протоколу, созданному для улучшения сетевых возможностей, который имеет интегрированную функциональность с базовым блокчейном. Silo отметил, что это принесет ряд преимуществ с точки зрения интеграции с эфиром, что ранее было невозможно, а после положительных комментариев от Бутерина цена монеты выросла на 25%. В этом году сеть также интегрировала поддержку USDT и USDC, при этом Silo превзошел блокчейн Tron по количеству ежедневных активных адресов для использования стейблкоинов, а поскольку Silo станет L2 на эфире, то скорее всего большая часть транзакций в стейблкоинах будет идти именно через него, что хорошо отразится на цене монеты. Как и весь рынок, Silo корректировался начиная с марта, но учитывая предстоящую интеграцию с эфиром, потенциал на рост у него есть. Если вы будете покупать, то учтите, что эта монета ниже 100, и она очень волатильна, а поэтому выделяйте на ее покупку не более 2% от портфеля, ведь риски высокие, а диапазонными накопления выступают вот эти линии EMI, которые в прошлом восходящем цикле поддерживали цену, но перед покупкой обязательно изучите данный проект самостоятельно. Что ж, вот такие перспективные монеты для добавления в портфель перед четвертым кварталом мы имеем на данный момент. Как вы заметили, они все торгуются на локальных минимальных уровнях, что позволяет вам получить максимальный результат до конца этого и начала следующего года. Исторически четвертый квартал является лучшим временем для покупки рискованных активов. И конечно же на эту тему мы обязательно сделаем видео, поэтому поддержите такой контент лайком, напишите в комментариях, какая монета вам понравилась больше всего, возможно бы вы хотели видеть на нее отдельный обзор, а также не забывайте о телеграм-канале, где вас уже ждут новости и в скором времени название еще одной секретной монеты. Чтобы не пропускать новые видео, жмите колокольчик. Вам желаю удачи, до скорых встреч!